Как сказал сам ОМОНовец, когда нас выгружали из автозака, давайте их в Освенцим. Тогда, в общем-то, у меня начало, не знаю, ломаться моя воля, если можно так выразиться. Ты здесь была в сентябре? Можешь сравнить? Но в сентябре, я же рассказывала, нам устроили показательный пресс-тур. Да? Сейчас нам показали, как есть на самом деле. Угу. И то, что есть на самом деле, очень сильно отличается и от того самого пресс-тура, и от того, что нам иногда показывают по ГОСТ-ТВ. Это страшное слово «окрестина». Им уже разве что только маленьких детей не пугают. Создается грандиозная пропагандистская конструкция, этакий ГУЛАГ 21 века. Бороться с мифами можно только правдой. Поэтому мы здесь, переулок Окрестина, 36, и мы идем внутрь. Те минимальные требования, которые законодательство предъявляет к подобного рода помещениям, они обеспечены. Мы видим здесь и кровати, мы видим и наличие обогревателя, да, в зимнее время суток он работает. Мы видим наличие крана с горячей и холодной водой. И к нам в камеру, в 4-местную, в которой уже было 20 человек, привели еще 33 девочки. Когда было нечем дышать, мы просили, чтобы хотя бы открыли кормушку, потому что воздуха вообще не было. На что знаменитая женщина говорила: не сдохните. Мы спали на полу, конечно, все. Там спочатку была двухместная камера, где было 7 человек. И что мы вот реально как какой-то скот содержимся вот в таких жестких условиях. Полностью ощущали себя безвольными людьми. Даже было все равно на то, что они наносили удары. Больше всего вот именно осознание невольности подавляло меня морально. Постельные принадлежности мы видим, конечно, это все при приеме лиц дополняется и средствами личной гигиены, и постельным бельем. Допускается наличие их личных вещей, также и личных, в том числе и постельных принадлежностей. Это все допускается. Это была двухъярусная кровать, в которых не было матрасов. Горячей воды нет, а ведь это вещи, если какие есть, поменять, я на них сплю. Такие стандартные умови, без матрасов, з виключеним світлом круглосутково. Нам бывало, что выключали светло, але это вельми редко было. Для нас стало абсолютной нормой, что вот мы берем незнакомые друг другу люди и прижимаемся друг к другу, обнимаем, потому что мы хотели все согреться, и это была единственная возможность, чтобы получить какое-то тепло. То мы поняли, что мы замерзаем. Мы начали прижиматься друг к другу спиной, чтобы как-то пингвины согревались. Нас заливали хлоркой периодично, то бок закрывали кормушку, закрывали весь кислород. Вот. И просто заливали хлоркой, мы этим дыхали, у нас просто воспалилося слизистые у всіх. Ось, это робилось с периодичностью, може, у 2 дні, тобто кожні 2 дні заливали хлорку, мы этим дыхали. Вылили 2 ведра очень концентрированной хлора. Настолько концентрированной, что все люди, кроме меня там находилось, по-моему, 7 или 8 человек, точно, наверное, сказать не могу, не меньше 7. Что через несколько секунд уже начали течь слезы, нос потек, начался кашель, рвотные рефлексы появились. Там 2 парням стало совсем плохо. То есть концентрация была невероятно большой. Мы видим санитарный узел, что нет необходимости куда-то выходить для справления надобностей естественных. Мы видим скамейки, тумбочки. Туалет это был дырка от люка под камерой прямо. И, естественно, все видели, то есть эти, которые ходили, издевались, охранники над нами. Потом был пакет, и было много у нас достаточное количество бутылок пластмассовых, потому что мы смывали туалет, набирали воду в пластмассовых бутылках, в которых у нас стояли, и мы смывали, понятное дело, в туалете. У нас там не работал кран, очень тонкая струя, не работал унитаз, не было смыва. Мы набирали из урну воды и каждый раз, извините меня за эти интимные подробности, то есть мы должны были вот так вот выходить из этой ситуации. В туалет водили редко. Там стояли 2 мусорки, они буквально в первые часы наполнились мочой.
главных условий содержания – быстрый доступ к медицинской помощи. Дежурство врачей организовано круглосуточно, работают специалисты высокого уровня. Есть все необходимые препараты, дефибриллятор, томограф и многое другое. 2 суток просили фельдшера, никто не приходил. Слышно было скорую, и слышно было, что да нет, этого, наверное, уже бесполезно. Говорили, что никаких вам не будет там ни медицинской помощи, ничего. То есть сейчас кинут вам, говорят, просто вас гранату, и все закончится. Там работают там акушеры или фельдшеры, кто они там. Женщины, которые уже совершенно забыли, что они должны людей лечить, людям помогать. И, на мой взгляд, они уже понемножечку превращаются в сотрудников ЦИПа, не сотрудников там, медицинской службы или медицины, а вот, не знаю, вертухаев. Алло, скорая. Здравствуйте. Здравствуйте. А это старший врач? Да, Грибок. Здравствуйте, моя фамилия Кенюх. Игорь Григорьевич. Я начальник изолятора временного содержания на Крестина, так? Значит, смотрите, у меня только что у нас находятся 2 бригады ваши, так? Вот. Вы слышите меня, да? Да, слышу. У меня был разговор с врачами. Я вам хочу сказать, мягко так, что это врачи не совсем благонадежны, и они здесь не должны находиться. Если можно, уберите их, пожалуйста, отсюда. Они несут обусло и не туда, куда надо. Как это понять? Объясните, пожалуйста. В чем неблагонадежность? Сочувствую, задержим. Ну, это нормально, но они же медработники. Это нормально? Медработники. Ну, как они могут не сочувствовать? Нет, стоп, мы немножко не то. Мы не о раненых человека говорим с вами. О новостях и так далее. Хорошо, я вас услышала. А как ваша фамилия? Мне надо звонить на министерство туда. Как ваша фамилия? Моя фамилия Грибок, Мария Александровна. Очень много сказок нам рассказали и о кормежке задержанных. Спрашиваем об этом. Ежедневно, 2 раза в день к нам доставляется горячая пища. Доставляется в термосах, перед раздачей, которые позволяют перед непосредственной раздачей сохранять тепло этой еды. То есть здесь люди обеспечены горячим питанием, я подчеркиваю. Качество питания каждый раз подтверждается удостоверением качества, которое подписывает заведующий этой столовой. И там нас не кормили, воды нам не давали. Первая вода была через 15 часов, которой мы требовались, я просто со скандалом истерикой. Не за 2 суток нам дали, только ночью принес в ведре там котлеты какие-то были, по половине каждому получилось. За все сутки было буханки 3 хлеба. Вот. Это, видимо, техника воздействия на психику. Нам принесли, помню, вот в Окрестино нам какое-то вот такое вот ведро черное, какие-то отходы рыбьи, какое-то сырое, что-то, как можно сказать, приготовлено, но протухшее, вонючее, то есть там мужики повскакивали, за 15 секунд было съедено все и вылизано. Иногда вносили в воду, в ведре просто, вот так вот ведро, и все, на всех ведро пластмассовое, и все пили. Кормить нас не кормили, но за это время, что я пробыл на Крестино, нам вот на всех за эти дни дали 2 буханки хлеба. Это где-то, на всех, насколько, 150 человек где-то. К утру выдали на 90 человек несколько буханок хлеба. Мы просто с большой радостью его встречали, передавали сразу же в задние ряды. Все друг друга предупредили, чтобы много не ели, потому что у нас сильно сужен был желудок и пару кусочков батона. На Крестино нам давали воду, однако она была настолько желтая, что я решила отказаться, поэтому моя первая вода, как в принципе еда, была на 3-е сутки. Не кормили несколько раз, вот на 130 человек давались 2 полторашки с водой, из туалета набранные. Одеял нет, ни белья, постоянно горит яркий свет день и ночь. Постоянное грубое отношение к людям. Обязательно в камере будет находиться 1 или 2 лица без определенного места жительства, которых не обработали, у которых насекомые, вши, которые больны педикулезом или еще неизвестно чем. Их обязательно добавляют в эти камеры, чтобы жизнь малины не казалась, или для того, чтобы, может быть, хоть чтобы заразить всех, кто там находится. Такое вот живое биологическое оружие теперь уже. Начинает, она лежит, она постоянно этих насекомых себя сбрасывает, потому что они по ней просто ползают. Ее подбросили к нам как оружие. Биологическое, да. Били до хрипоты людей. То
То есть, если человек огрызался, они били настолько, что голос просто замолкал. Вот. Исчезал. То есть, наверное, терял человек сознание или не мог уже говорить. Я слышал, что выводили ребят как бы в коридор и били и заставляли кричать «Я люблю ОМОН». Но это точно слышал. Перед рассветом эти же парни начали петь гимн. Позже мы узнали, что они стояли на коленях. За то, что ты не знал слова, избивали еще сильнее, а второй куплет многие не знали. Поэтому в какой-то момент гимн перешел в крики, вопли и плач. Пить это одно, а там пытают. Просто какой-то в глазах животный ужас у людей, оцепенение, и у нас 2 парня просто обмочились. Я для себя понял, что, наверное, есть 3 стадии боли, наверное, когда людей бьют. Они сразу кричали, крик такой утробный. Потом они плакали, их продолжают бить. Потом просто они перестали вообще издавать какие-то звуки, кто-то просто постановал. Их продолжали бить. И назад уже они своими ногами не пошли, потому что было слышно, как их поволокли. У меня нет проблем сказать, выйдя из тюрьмы, сказать, да, это была тюрьма, да, это были, вот такие условия, но на секундочку, это жесть, это нарушение всех прав человека. ЦИП — это как банда головорезов и садистов, там совершенно, которые почему-то нарядились в милицейскую форму, непонятно почему. Там у них стоят другие задачи, там у них задачи, как я понял, стоят унизить человека, сделать его жизнь там невыносимой, несмотря на явное нарушение закона. Они абсолютно ничего не боятся, у них полный карт-бланш, они могут делать все, что угодно. Вот это отравление с хлоркой, это, наверное, где-то в другой стране или, может быть, даже в другое время, пусть там 15 лет назад, мне кажется, это бы уже повлекло какую-то прокурорскую проверку и какие-то посадки. В этом месте собирают людей и фактически их пытают.